Здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, с вами Любовь. Заметила, что в последнее время очень популярно плетение шнура с трикотажной нитью. Плетут корзины, вазы, кашпо и даже сумки. Долго наблюдала со стороны. Для корзины я еще не созрела. Решила попробовать что-нибудь попроще. Для работы нужны шнур, трикотажные нити, пластиковая игла с большим ушком. Стоит это удовольствие немало, и я решила найти альтернативу. Шнур решила заменить полосками из плотного трикотажа. Бежевые полоски нарезала по кругу, ширину взяла 2,5 см. Серые нарезала полосками на длину изделия. Их я сделала 3,5 см, потому что ткань поизносилась и стала тоньше. Трикотажную пряжу решила сделать из ненужных трикотажных вещей. Вот эта ткань не трикотажная, она мне просто подходит по цвету, поэтому я ее взяла. Что-нибудь придумаю. Начну с трикотажа. По лицевой стороне проложила мелкую строчку зигзаг и срезала фабричный шов как можно ближе к зигзагу. Оригинальный шов широкий, и я решила от него избавиться. Первую полоску начала резать под углом и дальше по кругу до конца детали. Получилась полоска шириной 3 см. Дальше проложила шов, тоже мелкий зигзаг. Фабричные швы срезала, нарезала полоски шириной 3 см. Подготовила полоски всех цветов. Из трикотажа у меня сегодня при растягивании скручивается только один. С остальными полосками придется поработать. Полоски сложила пополам и от сгиба проложила строчку на ширину лапки. Оставила большие припуски. Выворачивать буду с помощью булавки. Припуски заполнили пространство внутри и добавили объем. У меня есть клубок с трикотажной пряжей, и я старалась сделать свой аналог приблизительно похожим. Результат меня устроил, и я остальные полоски подготовила также. Эти полоски не тянутся, но имеют объем, и думаю, работать с ними будет удобно. Подготовку закончила, можно переходить к основному процессу. Взяла полоску из плотного трикотажа, срезаю уголок и сворачиваю в трубочку. Это мой шнур. И вокруг него буду наматывать трикотажную нить. Сделала приблизительно 10 витков. Соединяю в кольцо. Все хвостики выравниваю и огибаю рабочей нитью. Хорошо зафиксировала и продолжаю дальше наматывать нить на основу. Получилась вот такая заготовка. Сгибаю по спирали. Теперь мне ее нужно закрепить. На конце нити у меня булавка вместо пластиковой иглы. С обратной стороны вставляю булавку в колечко и протягиваю с ее помощью нить на лицевую сторону. Подтягиваю и возвращаю между рядами на изнаночную сторону. Подтягиваю и делаю виток вокруг основы, придерживая пальцами, чтобы не раскрутилась. И дальше обматываю основу рабочей нитью. Там еще есть хвостики, их тоже нужно придерживать. Когда получилось количество витков, равное предыдущему, опять закручиваю по спирали, придерживаю, с изнаночной стороны вставляю булавку в кольцо, протягиваю рабочую нить на лицевую сторону. Затем между рядами возвращаю нить наизнанку, подтягиваю. Продолжаю обкручивать основу рабочей нитью. Нить закончилась, кладу ее вдоль основы с лицевой стороны. С обратной прикладываю новую рабочую нить, придерживаю пальцем и делаю нужное количество витков. У меня не хватило на 2 витка, я их сделала и опять свернула заготовку спиралью. Сделала закрепку в кольцо, подтянула. Сделала виток вокруг основы. Придерживая пальцами хвостики, обматывая основу рабочей нитью. Еще раз закрепила в кольцо и дальше пойдет закрепка в предыдущий ряд. Если нужно поменять цвет рабочей нити, делаю все так же, но начинать новый цвет лучше с закрепки. Делаю нужное количество витков и соединяю с предыдущим рядом. Витки считаю, чтобы было все равномерно и красиво. Когда переходишь на новый цвет, соединение очень заметно.
Соединять рабочую нить можно и иглой вручную. Вставляю трубочки одну в другую и сшиваю нитью в цвет ткани. Потом это соединение прячу между рядами. На мой взгляд, техника сама по себе понятная, несложная, но нужно нарабатывать навыки, равномерно распределять витки, чтобы смотрелось все красиво. Основа у меня мягкая, поэтому натяжение нити тоже нужно контролировать, затягивать витки равномерно, чтобы не было перетяжек. Использовать вторичное сырье всегда сложнее, чем работать с новым, но мы, как говорится, легких путей не ищем. Край изделия решила украсить фестонами. Сделать это несложно. Расстояние между закрепками оставила прежнее, а в намотку добавила по 2 лишних витка. Еще хочу сказать пару слов о времени. Меня в комментариях спрашивают, а сколько времени вы потратили на тот или иной проект? В рукоделии, на мой взгляд, время понятие относительное. Я не считаю время, живу процессом. Получаю удовольствие от того, что делаю, радуюсь результату и огорчаюсь неудачам. И, конечно же, все зависит от опыта. Если делаешь первый раз, это займет гораздо больше времени. Изделие закончила, концы нити обрезала и закрепила с изнаночной стороны. Диаметр получился 31 см. Изделие сделала средней плотности, размер небольшой. Коврики у меня уже есть, и это будет сидушка. На улице похолодало, пригодится положить на стол или на лавочку. Второе изделие решила разбавить цветной пряжей с рисунком. Сделала я ее также из цветной трикотажной ткани. Она тянется, но тоже не скручивается. Когда полоски сшивала, растягивала, чтобы шов не лопнул, когда буду выворачивать. Если плести не за столом, а держать изделие на весу, возвращать рабочую нить на изнаночную сторону можно и под изделием. Результат тот же. А мне больше понравился вариант с булавкой между рядами. Здесь край сделала ровный. Концы нити обрезала и закрепила с обратной стороны. Намотку делала плотнее, поэтому изделие хорошо держит форму. Диаметр изделия 22 см. Для сервировочной салфетки толстовато. Думаю, будет подставка под горячее. Попросила мужа просверлить в компьютерном диске отверстие по краю. Пришью толстыми нитками для вязания. Такой подставки нет ни у кого. У меня будет эксклюзив. Эксперимент завершен. Я думаю, что такой способ плетения вполне подойдет и для переработки ненужной одежды. Есть, конечно, и минусы, но плюсы тоже есть. Например, можно подобрать для проекта нужные цвета. А цветная пряжа с рисунком – это вообще эксклюзив. Такую не купишь, можно только сделать самому. Я для себя решила, что сделаю органайзер для хранения в этой технике. Можно еще и вазу для фруктов или плоское блюдо. А если взять основу потоньше, можно и сервировочные салфетки сплести. Короче, список дел уже себе набросала. Буду разбирать свои завалы ненужной одежды. Прошу не судить меня строго. Я это делала в первый раз, и это не мастер-класс. Просто показала процесс изготовления, как его видела я. Может, кто-то вдохновится моим видео и тоже решит попробовать что-то новое. Тем более, что покупать для этого ничего не нужно. Все можно сделать своими руками из того, что найдется дома и годами лежит в шкафу. Жду ваших комментариев. Я их все вижу, читаю и по возможности отвечаю. Хочу знать ваше мнение. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в новых видео.